Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что вы ждете новые выпуски и присутствуете также на прямых эфирах. Прямо сейчас со мной на связи Денис Елисеевич, блогер. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Всем большое спасибо за то, что уже ставите лайки, за то, что подписываетесь, за то, что участвуете и, конечно, смотрите на все происходящее. А кажется, понеслось. Или как? Понеслась. В общем, по кочкам все. Заблаговременно, и это ведь тоже классика дипломатии. Суббота, созвон Зеленского-Трампа. Воскресенье, созвон Зеленского-Трампа. Объявление, что в пятницу поедет сам Зеленский. Ермак, Свириденко уже в Америке. И это все навевает определенные какие-то такие очень интригующие мысли. То Тимошенко Юлия говорит, что скоро все закончится, потерпите, мои дорогеньки. То Бужанский говорит, что острая фаза закончится. Другие спикеры говорят, что все заканчивается. И тут, когда все заканчивается, хлопают Труханова. Причем как хлопают? Давайте выясним в нашем сегодняшнем опросе, да, в чате трансляции. QR-код, который видите на экране, возможно задать вопрос прямо на экран. Всем спасибо большое, что оставляете вопросы в клубе закрытом Шелеста и в сообществе YouTube. С чатом тоже будем общаться. Опрос. Что думаете об отстранении Труханова от обязанностей мэра в Одессе? И варианты. Зеленский красавчик, давно пора было. Наезд на Труханова был по беспределу. Рад. Лысак придет, порядок наведет. Или спецура России красиво подставила СБУ. Значит, каждый вариант, собственно, есть на него, ну, скажем так, спрос, поэтому проголосуйте. Что вы думаете по поводу этого вопроса и как оцениваете? Ведь нельзя в отрыве от событий, которые мы видим сейчас, и которые там я перечислил, да, от ситуации, в которой мы находимся, воспринимать это решение. Или можно? Я вам скажу так. Первое, то, что вы сказали, вернее, второе никак не противоречит первому. Я считаю, что ситуация с Трухановым — это как раз и есть подготовка к выборам. А если идет подготовка к выборам, значит, есть какая-то информация, которую не знает широкая общественность. От себя я вам могу сказать, у меня тоже есть информация, что первая-вторая неделя ноября принесет политические новости. И кроме этого могу сказать однозначно, в конце года, максимум в начале следующего, будет снижение интенсивности боевых действий. Я не говорю, что это будет оформлено на бумаге, но по факту так произойдет. Ну, смотрите, многие сейчас говорят загадками, но если мы конкретно попробуем разобраться, да, в ситуации с Трухановым, ну там вообще какая-то липа. Ну, ей-богу. Выходит, говорит, ну да, служил я как солдат СССР, мог получить автоматом это гражданство, но не успел, там буквально недели разделяли меня и этот указ Российской Федерации. В общем, какая-то вот такая очень и очень интригующая история. Христо Грозев выходит, говорит, ой, беда-беда, как опубликую, что там на самом деле. Говорят о женщине Татьяне, у которой серия номер паспорта такой же полностью, да, совпадает, такие же цифры. И она ездила за границу, поэтому он биометрический, то есть по базам можно его найти. Какая-то липа. Но Зеленский говорит, надо защищать Одессу. А чего вдруг 3,5 года войны было нормально с Трухановым мэром, а сейчас вдруг надо защищать Одессу? Ну, Одесса — это очень хлебное место. Это миллиарды долларов. Это единственный порт, который остался. Это зерно. Это, ну, понятное дело, куча товаров. Кроме этого, это политика. Но я не буду защищать Труханова. Для меня все мэры в Украине одинаковые. Это некое такое место, куда ты приходишь, отдаешь все тендеры под своих. Как мы знаем, на местах остаются огромные деньги. И поэтому Труханов, скажем так, точно не мой герой. Но почему я особо никогда не выступал против местной власти, хотя она мне вся не нравится по всей Украине? Потому что то, что происходит сейчас, называется узурпация власти Зеленским. В самом прямом смысле этого слова. И когда я увидел, кого поставили, кого поставят, вернее, вот этот Лысак, да, его фамилия, я начал попытаться что-то о нем узнать, и информации о нем практически никакой нет, а потом, понятное дело, стало, что это СБУшник. Стало известно, что это СБУшник. И если СБУ приходит к местной власти, значит, я понимаю, Зеленский окончательно с этой всей историей спелся.
Что такое спецслужбисты у власти, будь то центральный или местный уровень, неважно. Вот Путин у нас в России яркий пример. У нас вот сейчас Лысак приходит, и Зеленский так все расставляет. Поэтому Украина в большой опасности. Украина в большой опасности, и я переживаю вот за что. Что завтра они начнут добивать памятники, переименовывать улицы, запустят на улице 20 Ганулов, или Ганулов, как там его фамилия правильно. И Одесса перестанет быть Одессой. И Одесса — это вовсе не русский город, как там многие мечтают услышать, это город украинский, но это вовсе не значит, что нужно превращать его вот в то, во что его пытаются превратить. Да, поправьте, пожалуйста. О, видите, как у вас все, Это автоматом оно что-то все скажет. уже с искусственным интеллектом, видите, как следит Да. за глазами, следит за руками. А, Есть шанс у Труханова, скажем так, посопротивляться и возглавить нечто, что может противостоять реально Зеленскому? Потому что сейчас он выглядит, он, конечно, попытался сыграть на опережение, записал до этого решения видеообращение. Вообще, могут ли не за Трухановым лично, да, потому что там специфический персонаж, и он очень давно хотел понравиться, и фотографировался с Ганулом, и вот всячески подмахивал вот этим новым веянием, собственно, тем женщинам, давайте я так выражусь, которые потом выходили и шампанское там срывали, бутылки и праздновали его лишение гражданства, которое может быть фейковым. Вот есть возможность за ситуацию в Одессе зацепиться и развиться в Украине как какому-то движению, это, конечно, тоже заезженное выражение, да, там, другой Украины, да, то есть в том смысле, внутриукраинском смысле, иной Украины. Без шансов. Труханов, конечно, человек ресурсный, но, знаете, как говорят, у государства всегда на один патрон больше. Это именно тот случай. Вы ничего не сделаете против спецслужб, на местах я имею в виду. И Труханов — это первый, но далеко не последний. Никаких шансов нет. Единственные шансы устоять есть только у Виталия Кличко. Вы слышите, уже там Лачен, да, по-моему, подогревает по поводу Вилкула. Вот уже Вилкул мне не нравится. Да, Вилкул мне тоже давно не нравится. Но, как вы сказали, 3,5 года война, и вдруг сейчас он резко стал еще больше не нравиться. То есть все это наводит на определенные мысли. И есть другой мэр, например, Филатов. Тот лег в свое время под Порошенко, до этого будучи его оппонентом. И мы помним, как Порошенко на Корбана там с бронетранспортерами, вертолетами охотился по Днепру, арестовывал его. Так вот, Филатов успешно лег под Порошенко, сейчас он успешно будет взаимодействовать с Зеленским, Филатова, думаю, это тоже не коснется. А все остальные мэры крупных городов в опасности, потому что если ты захватил власть на местах, то, конечно же, ты можешь очень серьезно влиять на выборы. А я еще раз подчеркну вам, выборы состоятся весна, лето, осень 26 года. Вот в этом коридоре. Разлет большой, конечно. Весна, лето, Разлет осень. большой, но видите, как быстро летит время. Вроде только год начинался, а уже октябрь месяц заканчивается. Поэтому, поверьте мне, так произойдет и в том случае. Да, полуосени прошло, между прочим. Да. Пока, если так разобраться. Но Украина встречает вот эту всю историю в достаточно опасном положении. И сейчас давайте попробуем сыграть в противостоянии с местной властью, на стороне Зеленского. Значит, это открыт ящик Пандоры. Это все люди, он же говорил совсем недавно, по случаю какого-то праздника, говорит, что на оккупированных территориях наши люди. Так эти наши люди на оккупированных территориях, скажем так, да, на территориях, которые присоединила к себе официально Россия, они с российскими паспортами. Получается, это акт самосожжения вот этого пафоса этих речей. Получается, тот факт, что есть условные граждане и есть официальное доказательство, что у них российский паспорт, это просто отрезает претензии на вот эти территории, которые сейчас под контролем России. Я в этом отношении вообще ничего не понимаю, потому что факт с паспортами — это первое. А вы помните, я сейчас не вспомню фамилию, может быть, вы вспомните, кто-то из чиновников там рассказывал, что мы там чуть ли не фильтрационные лагеря будем строить, потом, как они считают, после деоккупации, или как они себе это представляют. И будем там людей, значит, мы сортировать, и будем людей фильтровать. Я не знаю. С другой стороны, с третьей, вернее, стороны, мы слышим ненависть в адрес тех людей.
То есть территории деоккупировать надо, но людей мы ненавидим. И вот как в этом всем разобраться? Для меня это все тоже вопросы. Но поверьте мне, то, что происходит лично с Трухановым, это сейчас гораздо важнее, потому что многие люди так и не поняли, что узурпацию власти нельзя допускать. И это Зеленский уже начал успешно реализовывать. И если это реально распространится на местную власть, то кранты, полные кранты тогда. Демократии никакой нет, а так ее не будет светить вообще. Даже в теории. Но о демократии мы поговорим немножко позже. Я все-таки хочу привнести сюда вот такой именно аспект противостояния. Я в чем, как бы, если завершать мысль, в чем, Мгм. собственно, Зеленский себя подставляет. Это очень важный момент. Смотрите, местная власть всегда являлась таким мешком для битья. Ну вот посмотрите на ситуацию с Кличко. Да, идентичная. Просто что там вряд ли найдут, а может тоже напечатают в фотошопе ему российский паспорт Кличко. Это будет умора, это будет хохма квартала 95, но тем не менее. Он же постоянно отыгрывается на мэрах, на губернаторах, на вот этих начальниках местных. Мол, это не я не могу, допустим, все защитить. Это вот работа на местах. Плюс была вот такая нотка брошена пару недель назад, ее мало кто как бы выкупил и понял, что имеет в виду Зеленский. Он требует отчетов с мест, он начинает подозревать, что на местах передают некорректную информацию ему по ударам, последствиям, а выносится планомерно сейчас энергетика, по крайней мере, левобережье точно. И мы видим удары и веерное отключение, и очень тяжелую зиму. И вот эту, получается, ответственность сейчас, да, за, например, блэкаут или отсутствие отопительного сезона, не дай бог, конечно, я не предрекаю ни в коем случае, например, в Одессе, да, он же должен решать этот вопрос. Он. И крайним ты уже не сделаешь никого. Это ведь такой капкан своеобразный. Если условно Россия сейчас отбомбит по Одессе и там превратит локально в каменный век, Зеленскому нужно будет бежать, опозориться на всю страну и на весь мир. Там никто не мыслит стратегически даже в отношении себя и личной политики. Там все озабочены цифрами. Как я уже сказал, Одесса — это фантастические цифры. Вы упомянули Кличко, и вот в этом разрезе разговора про местную власть я считаю сопротивление местных властей абсолютно неэффективным. Почему? Почему они не идут в лобовую, я это так называю? Почему они не идут в лобовую? Потому что они прекрасно знают, что клан Зеленского точно такой же, такие же воры, как и текущая нынешняя местная власть. Вот и все. Если бы это была власть какой-то идеологии, если бы какой-то город реально процветал, если бы в каком-то городе реально что-то делалось, тогда они бы были более агрессивными в защите своих позиций. А так, как действовал Кличко? Сидел, глотал, терпел. Но когда уже там в одном месте подгорает, что-то Зеленский начинает активизироваться, он там поедет на Запад, даст какое-то интервью. С кем-то важным сфотографируется. Это же не то, это так не работает. Вы так, ну я же говорю, в чем задача? Такая же, в принципе, как и у Зеленского. Вот сколько получится максимально усидеть на своем месте. Это такая чистая грязная политика. Чисто грязная политика и просто борьба за деньги. Мне это все омерзительно, и Украина заслужила большего. А вот людям я хочу сказать, пора себя начинать уважать и как-то голосовать, мягко говоря, немножко за другое. А если вы будете голосовать опять за те же лица, которые обанкротили Украину на центральном и местном уровне все 30 с чем-то лет, то вы будете всегда получать только такой результат. Что означают созвоны, отправка гонцов и визит Зеленского к Трампу? Фон катастрофический. Мы так по верхам, конечно, но обсудили. Это блэкауты в стране, это вот эта узурпация власти. Но вот смотрите, одно дело церковь атаковать, да, но от церкви, видите, как отползли. Там не пришел судья, что-то заболел. 30 сентября должно было быть первое вот это заседание, где УПЦ, все. И они отползли, потому что там некоторые сенаторы головы поподнимали в своих твиттерах, в Иксе, да, то есть, и там говорят, что, ребята, что-то тут нечисто, и они так быстренько раз, назад, вроде как 30 числа будет вот это первое слушание, чтобы запрещать церковь. Но, ладно, церковь, а тут узурпация вот прямым политическим, в политическом смысле этого слова. И фон очень опасный для этих встреч. Правда все об оружии?
о томагавках, о финансировании, как вот Трамп намекает. Вот мне так потешно, когда берут украинские, ну, такие провластные, пробанковские, проофисные телеграм-каналы и вот, собственно, да, вот так вот вырывают его иронию, недосказанность, из контекста что-то и говорят, все, он там решил дать, там, он сейчас, вот Зеленский как приедет, вот сейчас что-то решится. Но Трамп это другого говорил по-другому, если его слушать плюс-минус в оригинале. Спасибо, сейчас переводы достаточно точные. О чем эти вояжи, как вам видится? И, по-моему, мы с вами этот вопрос обсуждали на предыдущем интервью, я не помню про томагавки, но точно все последние интервью я говорил одно и то же и менять точку зрения не собираюсь. Я не верю в удары Украиной томагавками по России. Именно в удары я не верю. Другие спикеры мне присылают все время в мой телеграм-бот, говорят, что будут томагавки, будут удары. Вот давайте посмотрим. Я не говорю, что этого не будет, но по моему мнению, я этого так не вижу. Президент Трамп ни разу не сказал, что он даст томагавки. Но назначены там разные пресс-конференции по поводу оружия, плюс, естественно, Зеленский приедет в пятницу к Трампу, будет тоже с прессой общение, что-то они должны будут сказать. Я по-прежнему в это все не верю, потому что тогда ставки повышаются до максимального уровня, тогда или пан, или пропал. Если зашандарашить, там, конечно, у американской разведки больше информации, но логически, если зашандарашить по России томагавками и Путин дальше продолжит упираться, то что делать тогда? Становится вопрос. По-моему, томагавки — это такая последняя опция. Возможно, ситуация как раз принуждает к этой последней опции. Ну, возможно, удастся раздолбать. Сейчас 20% нефтеотрасли российской разбито. Может быть, 40% будет разбито и будет коллапс. Но сподвигнет ли это Путина к более, скажем так, лояльным быть на переговорах, я в этом не уверен. Смотрите, какие политические условия могут быть от Трампа? Зеленский, показалось на минуту, может быть полезен Трампу, потому что Трамп после разговора с Зеленским упомянул украинский импичмент. Ну, то есть еще один повод, чтобы нарыть компромата и вжарить им по своим соперникам. Лютое противостояние в Америке продолжается. Там все не так просто, как кажется, и поэтому Трампу какие-то нужны условно, булыжники, чтобы запускать их по светлым образом Камалы Харрис, Хантера Байдена и прочих деятелей, и самого Байдена, даже несмотря на то, что он как бы как тень сейчас, но тем не менее. Ну, я вам хочу сказать, тот пост об импичменте, как он говорит, украинском импичменте, это касается не только Байдена, Камалы Харрис, это касается и Зеленского, и Ермака. Объясните. Потому что они тогда там тоже были задействованы очень серьезно. И вы правы, здесь сейчас в США разгорается все очень глубоко и серьезно, касается и Обамы, и Сороса, и всех на свете. Ну, давайте смотреть. Зеленский выглядит сейчас, надо признать, уверенно. Он, как ребенок, думает, вот сейчас дадут томагавки, это же личняк с Путиным, я сейчас покажу, какой я крутой парень, я долбану. Я по-прежнему не вижу в нем никакого желания к миру. И на мой взгляд, если томагавками или не томагавками сейчас Путин будет более сговорчивый, и он пойдет на те компромиссы, на которые его толкает Трамп, ведь сейчас вся загвоздка в том, что Путин не идет на компромисс. Он считает компромиссом текущую линию разграничения. Значит, нужно смотреть будет дальше. Нужно будет смотреть дальше на все это. Просто я знаю, что с Зеленским в конце все равно будет проблема. Я веду к тому, что если Путин будет более сговорчивым, все равно Зеленский в конце что-то отчебучит. Это 100%. Потом мы все это увидим. Вы говорите по линии разграничения. Ну, это как бы такая позиция у Трампа. Однако ни одна из сторон не признает текущее положение дел. И это понятно. Да? У России в Конституции одна территория, у Украины другая, они пересекаются. Ну и, соответственно, вот, скажем так, довоевывания, похоже, не избежать на земле. Все уже умерла, ну, вот эта вся идея умерла вот эта идея с обменом земель. Как вы думаете? Нет, она не умерла. Эта идея не умерла. Просто, понимаете, все сводится к примитивному от России «отдай территории», а к Зеленскому «не отдам».
Я всегда был сторонником и не просто критиковал, а выходил с предложением таким, что нужно Трампу, а соответственно и Путину делать совершенно неожиданное предложение в лоб. И, ну, это будет политической смертью Зеленского. Она у него и так уже состоялась, просто он же в это не верит. Но предложить, хорошо, эти территории входят в состав Донбасса, но Донбасс, давайте рассматривать вопрос возврата в Украину в статусе автономии или федерации, от такого они бы впали в ступор, и это тот вариант, который является компромиссом абсолютно для всех. Более того, это является решением проблемы, как говорят там все время Лавров, Путин как заведенная, типа первичные причины войны. Нам нужно их устранить, без этого война не закончится. Вот вам устранение причин, по их мнению. Абсолютно компромиссный вариант, супердемократический, более того, выгодный для Украины. Но, конечно, Зеленскому тогда придется добровольно себя перенести в жертву. А он к этому не готов. Мы с вами точно обсуждали его заявление Axios, помните, где он давал интервью где-то недели 2-3 назад и говорил: я вообще за власть не держусь. Сейчас заканчивается война, я взял чемоданчик, ушел, выборы, все, демократия. Это такое тотальное вранье, потому что все его действия говорят об обратном. Кстати, к этому. Там же Христо Грозев опубликовал пост, назвал фейковым документы Труханова. А Христо Грозев — человек, который тесно сотрудничает, мне так приснилось, с британской разведкой. И если вот эти люди выступают открыто против Зеленского, выставляя эту ситуацию на посмешище, что это явная фальсификация, то значит Зеленский, так же как в случае с НАБУ и САП, идет в конкретно важных моментах в разрезе, назовем это, своих кураторов, или как это сказать, в разрезе мыслей тех людей, которые имеют на него очень большое влияние, или организации. И вот это вот тоже вопрос. Потому что очень активизировались по поводу Труханова. Нет, ну это позорище, конечно. Если, давайте так, мы до конца сказать не можем. Будут материалы немножко позже опубликованы, тем же Грозевым он анонсировал. Хотя Нью-Йорк Таймс уже четко пишет, что это фейк. Уже конкретно даже нашли вот эту женщину, да, то есть Татьяну, чей это паспорт, да. И если, ну, условно, взяли и напечатали ему, отфотошопили вот эту историю, то это позор Малюку, Зеленскому. Есть, конечно, ну, у Грозева же какая версия гуляет конкретно? Вы говорите, что кураторы, не кураторы. Это же его версия, что это россияне подсунули. Ну вот конкретно, это они сделали таким образом, а СБУшники купились. И потом кто-то за звездочку, на погон имеется в виду, приволок это Зеленскому, герой Украины Малюк попал в просак, понимаете? Но насколько тонкая может быть такого рода игра российских спецслужб и зачем России подставлять вот таким образом под удар Труханова, СБУ, Зеленского? Не является ли это такой многоходовочкой? А как вам такая версия, что в составе, не знаю, спецслужб или офиса президента есть российский крот, который специально эту ситуацию создал, зная, что это фейк, для дискредитации Зеленского, для дискредитации спецслужб, для, скажем так, поднятия градуса политической обстановки внутри Украины? Вот такая еще есть версия. Но, знаете, в чем КГБ очень легко знает, как Зеленского просчитать. Они знают, за что они зацепятся по-любому. И они, возможно, это подсунули. И, как вы сказали, последствия могут быть самыми печальными. Я не знаю, как они будут спасаться. Но вы представьте, то есть вы дали российскому гражданину вражеского государства стать мэром Одессы. А где СБУ было тогда, на том этапе? Оно же должно как-то проверять такие серьезные позиции. Дальше, избирательный комитет. Вы допустили, то есть это все, это как, выборы недействительными надо признавать, нужно наказывать людей, которые это допустили, нужно увольнять службы, которые за это отвечают, что вы фактически русских допустили к власти. Но это какая-то фантастика, такое возможно только в Украине. Я вам скажу другое, здесь в Америке на это все смотрят, и, к сожалению моему, мне даже обидно, относятся к этому примерно как к Африке. Понимаете, как бы я ни пытался переубедить в обратно. Ну это да, действительно, туземцы, вот это вот такие какие-то племена, вот они друг на Да, друга нападают, кусают, отбирают там кокос друг у друга или какую-то дичь, какую-то добычу. А, Я задам вопрос в лоб. Это важный вопрос. Мы наблюдали, конечно, шоу Трампа, да? Это такой праздник демократии или там дипломатии имени Трампа. Значит, приехали люди, которые приехали склонить голову перед ним, приехали те, которые непосредственно подписанты, Катар, Египет, Турция, США,
И в Шарм-эль-Шейхе, там люди видео снимают, как летит борт номер 1 и приземляется в аэропорту, ну, как это все пафосно, там, а если еще в ТикТоке, теперь уже получается американском, да, если еще и в ТикТоке музычку наложить, то есть вообще шоу. Он там выступал, как некий какой-то, не знаю, там, ну правда, как вроде у него юбилей был. Он там и Мелании в любви признавался, и с Макроном как бы покусали друг дружка немножко, потягались руками. То есть вот такая была атмосфера. Но если мы возьмем сухой остаток, смотрите, может ли быть модель урегулирования в Газе моделью урегулирования в Украине? Собрались страны-соседи, подписали без стран-участниц. То есть вот тут очень интересный вопрос. А если подумать в этом направлении, чтобы собрать определенных представителей ключевых стран, ну, важных для российской стороны, важных для украинской стороны, договориться, то есть между собой не контактируют, а взять и договориться о прекращении войны и официальном завершении этой войны. С вероятностью 90% оно так и произойдет. И раз был достигнут успех, а к этому успеху приложили руку особенно Стив Витков, Джаред Кушнер, зять Трампа, эта модель, так скажем, была обкатана. Вполне возможно, она будет применяться и здесь. Я в это очень верю. И закончится еще большим пафосом. Например, со стороны Путина, ну или вообще, давайте так, со стороны этой ситуации будет там Китай, Лукашенко будет. Вот как-то так это будет выглядеть. С нашей стороны это будет Трамп, это будет, наверное, Макрон, Шольц, ну вот эта вся компания, возможно, Урсула. Как-то все это будет вот так вот закреплено. Я в это верю, но на мой взгляд и по той информации, которая у меня есть, до подписания финального мира еще очень и очень далеко. Я бы не ставил раньше, чем самый конец 26 года, последний квартал, или даже 27 год. А вот что-то предварительное, техническое, вполне возможно в начале следующего года. Давайте здесь привязываться, кстати, это очень важно. У нас в ноябре продлевают военное положение, правильно, в следующий раз, по-моему? 5 ноября, если я не ошибаюсь. Нет, 5 ноября – это срок следующего военного положения. Ну Продлевать да, будут на следующей неделе. раньше, Ну, да, есть... будет продлевать раньше, но срок 5 ноября. Смотрите, декабрь, январь, февраль, то есть следующее будет в феврале. И если все идет супер оптимистично, то после февраля нужно уже не продлевать и готовиться к выборам в весне. Либо еще 1-2 продления, но не больше, потому что 3 месяца нужно оставить по закону. И это все вместе нужно считать, и это все важно. Так можно эти сроки и просчитывать. Примерно технические договоренности, выборы и все-все-все вот так. Но поле-то политическое зачищено. Когда, вот смотрите, давайте возьмем вашу эту дорожную карту. Я причем, видите, не хочу углубляться в Газа-Израиль, да, Хамас-Израиль, потому что, смотрите, как бы там понятно. То есть Израилю с точки зрения там, невыгодная история, потому что отдали 2000, получили 20. Хамасовцы на радостях постреляли этих коллаборантов, которые они назвали коллаборантами, да. Но что имеет Хамас? Внешнее управление, то есть они вроде как сохранились, да, ну там демилитаризируют их или что-то еще, они как бы есть, но они имеют руины на этой территории, поэтому сказать, что Хамас победил, ну тут можно как бы вообще не победил Хамас. Израиль победил, вообще не победил Израиль. Ну вот если так вот, хотя есть мнение и за одну, и за другую сторону. Здесь давайте вот как бы отходить от этих вещей, потому что там, например, и Пакистан обстрелял Кабул, тоже там у них вот эти перестрелки и так далее. Давайте вот все-таки сконцентрируемся на политическом поле. Что будут в этой вашей логике продавать украинцу? Гречку, мир любой ценой, войну любой ценой, с параллельной армией, на уроках труда собирать, скручивать FPV-дроны, о том, что мы воевничи, и только когда мы все сильные, на нас никто больше не нападет. За что? Вот среди кого выбирать? Среди каких идей? Как вы видите? На этот вопрос сейчас невозможно ответить, потому что мы не знаем, как закончится война. И когда мы узнаем, как она закончится, только с того момента мы можем делать такие прогнозы. Потому что если в какой-то степени, в глобальном смысле это будет ничья,
но на локальном уровне это будет победа глобалистов. Допустим, я в это вообще не верю, я вам сразу скажу, вообще ставлю на это 0%, но, допустим, не удастся разрешить вопрос с русским языком. И дальше Мгм. будет происходить то, что происходит. Тогда все, я на этом смело ставлю крест и понимаю, что просто нет никаких перспектив. Тогда будут дроны на уроках труда, тогда будет тот ужас, который происходит сейчас. В этот сценарий я не верю. Если наконец-то будет разрешен вопрос с русским языком, если будет свобода религий, если будет возврат на демократические рельсы, то тогда в политике есть шанс появиться у лиц, которых люди сейчас даже слабо себе там видят или представляют. Тогда будет настоящая политическая конкуренция. И, в принципе, у Соединенных Штатов план именно такой. То есть вот эти все варианты с телемарафоном, санкций, чтобы не пустить на выборы или закрыть рот, это все больше не про Канад с того момента. Ну, тут, знаете, уже шутят. Слушайте, а санкции еще ничего, еще хорошо. А так могут напечатать тебе у малюка на принтере какую-то ерунду и вообще гражданство лишить и сказать, все ты. А ты пойти потом доказываешь, что у тебя нет никакого паспорта, вообще никакого другого, кроме украинского, да, не то, что там, и так далее. Это действительно есть такой момент. Но тут же, понимаете, какая вот идет, вот с вами, кстати, интересно, как, давайте я такое слово употреблю, с вами как с визионером интересно поговорить а, о ДИИ, да, вот о выборах в телефоне, выборах в смартфоне, которая, в принципе, шанс для Зеленского или самому, или кого-то, кто будет с ним согласован и даст ему иммунитеты во всех смыслах этого слова, ну, то есть преемником, да, Зеленского, а, вот дает очки и фору. Я был в шоке, когда украиночка, уехавшая в 22 году из Львовской области, с помощью искусственного интеллекта по фотографии оживляла через, ну, через сайты, через вот эти все доступные, да, китайские, GPT, вот это все, оживляла лица, они проходили фейс-контроль в ДИИ, вот этот вот покрутите, моргните там и так далее, и так далее. И набрала кредитов в Украине на этих людей на 4 миллиона. Ну, то есть я был, вот если честно, в шоке. Нет, ее нашли, там, в общем, понятно, да, там пришли, арестовали, вернут в Украину. Но если вот таким образом это все происходит, то какое доверие может быть к любого рода электронным выборам? Насколько это допустят и примут прежде всего западные спонсоры Украины? Вопрос это очень сложный. Если вы меня спрашиваете сейчас и сказали бы мне, что, не знаю, там, выборы бы состоялись как можно быстрее через 3 месяца, но через ДИЮ, я буду согласен. Почему? Потому что без этого точно никаких шансов. И назовите это мои убеждения, назовите это немножко какая-то информация. Если Зеленский пойдет, во-первых, пусть его сначала допустят, как вы говорите, западные спонсоры и партнеры к выборам. Но второе, если он позволит себе фальсификацию выборов, он закончит гораздо хуже, чем он закончит в текущем раскладе. То есть сейчас его ждет просто изоляция, а тогда я не знаю, что его может ждать. То есть мы видим примеры того же Асада, который в Москве сидит там, где в Москва-Сити, или как там это называется, в компьютерные игры играет. Вот, конечно, не в Москве будет Зеленский, в другом месте, но примерно вот в таком вот формате. И боятся, чтобы его не отравили. Поэтому я жду любые выборы. Я знаю, что Зеленский проиграет на любых выборах. И я знаю, что если позволить себе фальсификацию, то как бы люди не были терпеливыми, никто это больше не стерпит. Почему? У него просто нет шансов на победу. У него просто нет никаких шансов на победу. Он будет продавать потужность, опять все остальное, но на самом деле его ненавидят. Его Ермака ненавидят люди. Ну, видите, как от Ермака не отказывается Зеленский. Да, Ну, это как пока ниточка, да. ниточка с иголочкой, да? То есть они Да, неразлучны. да, они там, ну, не хочу ничего говорить. Да, но тонуть будут, значит, тоже оба. Посмотрим, кто первый кого потянет на дно. Вот так. Зеленский сегодня, среди прочего, да, он провел там совещание и заслушивал секретный доклад, о котором ничего не сказал, потому что, говорит, я ничего не могу сказать, но тему эту поднимали. Это условно какая-то новая роль Беларуси, я так понял, ну, так читается контекст его высказывания, что
угрозы для Украины. То ли на Киев, то ли там куда-то по западным границам логистику перебивать или что-то в этом роде. Смотрите, когда Зеленский говорит об Запорожской атомной электростанции, причем даже ругает Гросси и МАГАТЭ, все прекрасно понимают, что, почему, допустим, не отремонтировать линии, которые подают электричество, чтобы станция не была в блэкауте. Потому что бои. Там находятся россияне. Они считают эту станцию своей, Росатом считает станцию своей, и они, соответственно, на своей стороне Днепра и вообще, да, то есть они не могут продвинуться и там что-то отремонтировать. Зеленский это использует ситуацию как козырь, мол, смотрите, без нас она не будет работать. Соответственно, сейчас, когда он заговорил о Беларуси и угрозе по включению каким-то образом через территорию, через просто участки какие-то в войну Беларуси, да, вот, мол, там активизировались россияне, я понимаю, что ожидается какая-то такая провокация. Какой набор провокаций есть у Зеленского сейчас? Потому что вот удары по энергетике, простите, сцепили зубы россияне. То есть никто... Вот, я помню, как все за сердце хватались на прошлой неделе, и вы тоже, наверное, видели вот этот градильня Нововоронежской ТЭЦ, АЭС, Нововоронежской, атомная станция, и вот это охлаждающая вот эта вышка, и там черный след от украинского дрона. И все, вот она ядерная доктрина, вот оно все, и все там разгоняли эту историю. Нет, все погасили, сказали, угрозы нет, это удар вообще не туда, и так случайно получилось, отстаньте. То есть, какой у него запас вот этих нестандартных ходов? Что можно сказать по этому поводу, и будет ли он предпринимать такие вещи вот в этот период, до и после визита к Трампу? Нестандартный ход и провокация, вы просто сказали слово провокация. Я против Зеленского, но я не против Украины, и тем более не против Украины в войне, и тем более не собираюсь болеть за Россию. Значит, будут нестандартные ходы, будет новая операция типа такой, как там она называлась, дрон из грузовиков, я забыл назвать, паутина, по-моему. Да. Будет новая паутина в другом формате, безусловно. Случится это в этом году. Он это пытается запугивать, анонсировать, но просто без этого никак не будет. Возможно, это будет с применением реально уже американского оружия, я не знаю. Но, скажем так, цель понятна. Цель понятна – это нефтевая отрасль, нефтепереработка российская. Точно так же понятна цель России у нас в Украине – это сделать блэкаут. И вот за это я и переживаю в контексте эскалации. Да, допустим, можно положить 40% и создать топливный кризис в России, но что будет в ответ? Что будет в ответ? Сегодня такая неказистая информация, но мы ее, наверное, рассматриваем как такой подкоп под Кличко, судя по всему. Там есть районные администрации, вышел руководитель, говорит, готовим автобусы для эвакуации Киева. Переполошил всех. Потому что вчера вечером мы видели, какой был Киев. Да, когда темный. Отдельные большие районы, там Лыбецкая, еще где-то, вот смотрят вот это с высоток, это темнота, потому что, нет, не стреляли, потому что не может оправиться после предыдущих обстрелов в столице. И вот тут уже заговорили об эвакуации Киева, потом говорят, нет, это мы просто там ряд автобусов переделаем, там, чтобы медики могли, там, чтобы кого-то... Эвакуация не в плане, что уезжайте, а в плане того, что если кого-то надо спасать, мы там оборудование привезем, туда поставим. Но первое слово дороже второго. Зеленский может, разворушить муравейник, быстренько смыться, перенести столицу в какой-то другой город, и, как в сериале «Мадам Госсекретарь», потом его будут все ловить, спецслужбы Америки, по лесам, а он такой будет партизан, потужный и незламный. Или это про другое? Все-таки Зеленский не о том. Нет, это совершенно про другое. Ни в какой перенос столицы я не верю. Зеленский уже в той ситуации, когда у него нет никаких шансов. Он будет делать то, что скажет президент Трамп, до этапа окончательного мира. Вот там, как я уже с перемирия или чего-нибудь такого, вот там, как я уже сказал, он будет чудить. И это просто 100%. Но здесь к этому тоже готовы. Нужные сигналы посланы.
Ну, говорят, отправлю. полного, полного не будет блэкаута, полного не будет, будет частичный, будет по чуть-чуть, и как бы украинцев, собственно, успокаивают. А кто Но вы знаете, мне успокаивает? нравится, как он готовится, извините, мне нравится, как он готовится уже к блэкауту и рассказывает, ну, надо перетерпеть, ну, готовьтесь. Что такое вообще готовьтесь? Вот вы знаете, меня это, честно говоря, бесит. Как можно сказать людям «готовьтесь»? 3,5 года войны, ты говоришь, это что значит вообще «готовьтесь»? Уезжай, как они, помните, нам советовали, уезжайте куда-то в область, еще куда-то. Ну, вот что это? Вот надо смотреть с этой точки зрения. А ты тоже будешь под блэкаутом? Ну, Зеленский? Нет, он не будет. Ну, готовься. Это должно в обществе вызывать агрессию, я считаю. Легализация агрессии, кстати, хороший термин, но если так посмотреть на запас прочности украинских городов, ведь, как оказалось, опять внезапно, ничего не защищено. Укрытий нет, никто ничего, собственно, из подстанций, из энергообъектов не защитил. Деньги вроде выделялись, но ушли как-то вместе с Мустафой Наемом. И вот, собственно, сейчас это все и пытаются есть полной ложкой все руководители. Как быть с вот этой коррупцией на защите? Ведь она же продолжается и продолжается каждый день. Да никак. Мустафа Наем жив, здоров, все у него хорошо. Я специально поднимал там в недавних своих видео его интервью, его высказывания. Там он говорил абсолютно другие вещи. То есть, а как с этими защитными сооружениями, с фортификациями? Не та же история, ровно та же история. И понимаете, вот в этом вся Украина. То есть за пост в интернете на тебя заводят уголовное дело, к тебе влетает СБУ, а там можно, в принципе, все. Можно, в принципе, все. У Мустафа Наема железная крыша, наверное, в виде глобалистов, в виде всех этих соросовских организаций. Я не знаю другой причины, почему его не трогают. Там зато его сестра выпускает книгу с каким-то пафосным названием, не знаю, видели вы или нет. То есть другой брат топит за военщину. И, ну, короче, это... Ой, вы знаете, об этом говорим, это бедная Украина. Просто бедная Украина. Все, что я могу вам сказать. Есть ли план, Коррупция? да, есть ли план на Украину у американцев послевоенный? Или назначат ответственного, ну, например, Британию, как вот по принципу газа, да, Тони Блэра найдут, или там Бориса Джонсона по аналогии, да, и они тут будут заниматься внешним управлением. Что вы вообще думаете о как бы внешнем управлении Украиной? Я, если честно, смотря на весь политический паноптикум, сегодня опять Буданов выходил, ну, как бы, да, говорит, чтобы напомнить о себе, что он глава разведки, выдал ахинею несусветную на самом деле. Говорит, мы бы уже давно победили, вышли на границы 91 года, разбили бы Россию, но России помогли союзники. КНДР. Все. Тушите свет, понимаете? То есть, ну, это вот все понятно теперь. КНДР, из-за КНДР Украина не победила Россию. Ну, так просто из его речи. Он читал по бумажке, из-за его речи написанное вот это вот все вылилось. Не кажется ли, что внешнее управление, хотя бы там на какой-то период времени, да, подмандатная территория там, или какой-то подшефная территория, это лучший вариант, потому что сейчас-то украинцы как выберут кого-нибудь, а потом хоть плачь. Нет, я категорически против внешнего управления. Если мы говорим о спорных территориях, то я когда-то у вас в эфире приводил пример в Боснии и Герцеговине, округ Брчко. Там тоже вот такой вот формат используется. Да и Тони Блэра не надо сравнивать с Борисом Джонсоном. Это люди абсолютно разного формата. Никакого внешнего управления не будет, раз. Второе, ни под какое управление Британии Трамп Украину не отдаст. Не для того подписывались документы, не для того вкладывались такие деньги. Эти варианты можем сразу исключать. По поводу украинцы кого-то выберут, а при таком избирательном законодательстве, которое есть, надо задать вопрос, а вообще могут баллотироваться люди, которые не из кланов и не из так называемого эстаблишмента? В ответ – нет, не могут. Поэтому если вам дадут 20 вариантов и все неправильные, все плохие, то у вас нет шансов. И вот об этом людям я советую задуматься. Если вы дальше будете продолжать спокойно воспринимать несправедливое избирательное законодательство, когда вам не дают даже шанс, то не рассчитывайте на другой итог. И вот эта вот история по поводу «меня не коснется, пройдет рядом», как показывает жизнь, это очень опасная штука.
И ведь в конечном итоге вы просто все, вот кто это терпит, вы просто будете сами не собой, вы потеряете себя. Поэтому сейчас самое время задуматься. Вот эти 5% в Верховную Раду, вот это вот, чтобы пройти туда, надо набрать там и там, как это называется, когда один человек мог избираться, Эм, по округу, когда депутат Ну, избирался. императивный мандат, вот это... Да, 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 да. Ну, мандаты, да, по округам. Вы поняли, Мажоритарка, забыл да, это слово. мажоритарка. Мажоритарка, мажоритарка. Это все тоже было как бы упразднено. То есть люди не заметили, а за последние 10 лет демократии-то поуменьшилось, и все сместилось совершенно в другую сторону. И вот нужно с этого начинать. И вы не можете просто провести партию в парламент, потому что, чтобы набрать 5%, нужны колоссальные ресурсы. И тут замкнутый круг. Но никакого внешнего управления. Вопрос в том, что нужно разорвать порочный круг и эту цепочку. Если это все спустить на уровень общественный, жутчайший скандал в Тернополе. Жутчайший. Причем, который... Ну, вообще скандалов, которые вокруг ТЦК, их предостаточно во всех уголках страны, безусловно, но я хотел бы обсудить с вами тернопольский инцидент. Значит, все началось как всегда, но просто не на того напали. У человека оказалась поддержка, речь идет о футболисте, футбольном тренере, Загороднем. И он, собственно, да, ну, как бы, его блокировали, есть было кому вступиться. Короче, был махач между людьми по гражданке, спортсменами, да, и вот этими, собственно, ТЦКшниками. Быстро Тернопольский ТЦК вводит новацию, от которой лично у меня гомерический смех. Они говорят, значит, для того, чтобы оповещение происходило максимально корректно, мы берем реальных участников боевых действий, которые вот только с фронта вернулись, с палочкой ходят, там прихрамывают, там на костылях, на коляске, чтобы как бы не убегали, чтобы сердобольнее стала вот эта бусификация. Ну и, собственно, ввели эту всю тему. Реальных боевых ребят ввели в группы оповещения. Но сегодня же это все продолжилось. И сегодня какая-то лютая дичь там происходит, полиция, какие-то, в общем, задержания людей в форме. Ну вот рассказал местный активист о том, что это третья штурмовая. Они начали заниматься похищением людей и автомобилей под этим соусом. По его данным, бойцов привлекли к работе ТЦК, но они начали... Ну, как бы, знаете, как помните, был анекдот такой, как заработать денег. Ну, это в 90-е, когда ГАИ еще было. На тебе хвост зебры, выходи и зарабатывай. И, в общем, третья штурмовая начала как бы промышлять. Значит, недавно облили мужчину горючим, заставили голым бегать вокруг машины. Очень много плохих дел делали, говорит активист. И по его данным уже 8 задержанных, рейды проходят и, в общем, отлавливают этих героев, которых привлекли, чтобы сердобольнее мобилизация оказалась. Мне кажется, что это определенный показатель того, насколько впивается, вот как штопор, да, в эту пробку украинского общества впивается вот эта мобилизация, и уже ты не выкрутишь, а надо выдергивать. Это не только касается мобилизации, в частности, это в целом военщина, которая так агитируется, за которую так агитируется. И вот эти разговоры, вот хлопцы с фронту повернутся, я слышал еще в 2014 году, и там ворвутся в чиновников, найдут порядок. Нет. Хлопцы вернутся с фронта, и им нужно будет кормить себя и свои семьи. И, к большому сожалению, подавляющее большинство из них пойдет заниматься не тем, чем бы хотелось. И вот этот эпизод с 3-й штурмовой бригадой, я об этом прочитал буквально перед эфиром, это только лишь первые ласточки. Только первые ласточки. Давайте посмотрим, что будет дальше. А дальше начнутся вещи еще страшнее, потому что государство само, пропагандируя это, породило такие масштабы, или порождает пока, с которыми она в итоге не сможет справиться. Хотя я знаю, в СБУ создан был специальный отдел по борьбе с этими историями, но посмотрим, справятся ли они. Ну, сейчас вообще, как бы говорят, видите, если ты там постишь у себя вот эти видео с ТЦК, то ты вражина просто. Ты... Это этот фотокорреспондент, вы на это намекаете, да? Да, тот, который, ну, приближен. Смотрите, чтобы всем было понятно, это я вчера показывал в стриме у себя этого фотокорреспондента. Это
ну, это плоть от плоти. Это, как это? Это придворный. Он фотографирует все то, что там чих Зеленского, губную помаду Зеленской, то есть и плюс немножко отправляют его на фронт поснимать правильных военных, то есть или когда Зеленский едет на фронт, то есть это вот это то, что надо, вот это, ну вот именно в дырочку, так сказать. Ой, Александр, мы вот это все с вами обсуждаем, а я же именно против этого выступаю. Вот взять Золкина. Под чудака, это же он сидел у Золкина на этой первой передаче, я так понимаю, вот Да. этот вот яд. Значит, мент, который убил человека, вышел по закону Савченко, ложится под режим, под пропаганду, начинает заниматься тем, чем он занимается, оскорбляя людей противоположной точки зрения, объявляя их врагами. Напоминаю, это финансируется за счет, это, ну, 1,5 миллиарда гривен, которые на телемарафон, это вот, будем так говорить, за государственный счет. В студию себе собрал каких-то подонков, и они сидят там, рассказывают, что нужно делать с гражданами, какие все плохие. Ну, тупо пропаганда, тупо поддержка режима, тупо поддержка диктатуры. Все до единого в привилегированном положении. Там же сидел этот Ша, помните Ша, вот этот, который кричал Ша, идиот этот. Вот это лицо, получается, это лицо Украины сегодняшнее, медийное. Вот это лицо Украины. Так я вам могу так сказать. Нравлюсь ли кому-то я, или вы, или не нравлюсь, вот это вот точно приведет к чему-то очень плохому. И вот с этим вот никто серьезно никогда работать не будет. И если мне какой-то приличный человек скажет, что вот это приведет к успеху и вот это правильно, то так, ну, это просто невозможно. Это мразь, которая обслуживает другую мразь, и все. Вы, по-моему, формулу власти в Украине только что вывели. Ну, это чистая правда. Ну, разве нормальный человек будет работать с Петровым или вот с такими кадрами, с Золкиным? Конечно, нет. Я не говорю хороший, добрый, честный, нормальный, адекватный. Нет, не будет. Мразь, которая работает с мразью. Это, конечно, да. Это так глубже, чем кажется на первый взгляд, на самом деле. Характеризует состояние дел на Банковой. Я к этому так отношусь. Ну, И тут не смотрите. надо стесняться, выбирать слова. Ну, нам же говорят, что там в команде есть умные, грамотные люди, но они просто тихонечко себя ведут, не дают особо там, ну, потому что там номер один вот такой, мол, как бы царь, не царь хороший, а бояре плохие, а наоборот. А там вот как бы есть здравые голоса даже на Банковой. Ну, мне доходили разные слухи даже по поводу меня. Я не хочу это повторять, не подставлять людей никак, но да, я такое тоже слышал. Но я же сужу по итоговым действиям. И я не собираюсь обвинять, мы шутили, конечно, вот эти 5-6 эффективных менеджеров, я не собираюсь обвинять кого-либо, кроме Зеленского. Это так же, как ситуация с Борисом Джонсоном. И я его не терплю, и многие его не терпят. И в Америке тут знают ему цену в прямом смысле этого слова. Но решение это принимал президент Украины Зеленский. Если ты этого не хочешь делать, да пусть тебе тут сидит Джонсон, что все что угодно обещает, хоть, не знаю, 50 F-35 и ядерное оружие. Нет, стоп, мы не будем этого делать. А если ты на это согласился, то ты виноват. Кто принимает решение? Президент Украины. Ни я, ни вы, ни зрители. И спрос будет с него, если ему идиоты, которых он нанял. А почему он нанимает идиотов? Потому что они лояльны. То есть поклоняться. Вы же знаете, как там происходит? Вот там сейчас с Трампом они это преподносят как успех. Вот там встреча или телефонный разговор состоялся, и там вот эти в окружении Саныч, ну ты просто лучший, Саныч, ну ты провернул, Саныч, ну ты мол... И он вот этим подпитывается. А у Трампа как? Мы с вами неоднократно обсуждали генерала Келлога. Совсем противоположно, но он в команде, и там еще есть один человек, самый приближенный, но не в команде. А здесь просто кто не с нами, тот против нас, вот все, ты самый лучший. А Зеленскому было бы полезно послушать совершенно другую точку зрения, может, не от самого приятного для него человека. Это было бы полезно для Украины. И вот это характеризует вообще управленца и главу государства в том числе. Так как это работает у Зеленского, так вот вам итог. Золкин и вот это всякие там Шевченко, или как их фамилии на этих шоу. За государственный счет. Вот в чем подонство этой ситуации. За госсчет. Ну, сейчас стерлась грань между госсчетом и донорскими, кредитными, грантовыми и другими вливаниями. У меня есть два тектонических мировых вопроса, будем потом закрывать голосование и переходить к вопросам зрителей. Их два. Значит, вопрос номер один – это ситуация США-Китай и санкции, которые
Тоже ведь интересно выглядит, да? Говорит, я с 1 ноября ввожу санкции. Сегодня тоже было сообщение, Бессент вышел и сказал 500% за то, что покупаете российскую нефть. Но есть нюанс, если Европа точно так же введет. Ну, то есть, понятно, что никто не вводить не будет, но тем не менее. Идет жуткое давление на рынке от заявлений. Его там сын Трампа обогатился, младшенький, который, да, вообще просто обогатился на этом деле. Там миллионер, миллиардер стал, в общем, все в шоке от того, что он знал, получается, что будет какой-то такой сигнал и поставил на понижение. Ну, в общем, такой момент. Но ситуация с Китаем, она очень глобальная в этой связи. Бессент говорит, что да нет, будет встреча, да нет, никто не хочет никаких пошлин и всего остального. Будут договариваться. Договорятся ли? Это вот один тектонический вопрос. Ну, и второй, наверное, тоже для нас очень важный вопрос. Залезет ли Европа в кубышку 140 или сколько там у них сейчас, не пойми сколько, миллиардов российских для того, чтобы выплачивать Украине и давать репарационный кредит? Давайте по порядку. Значит, по поводу младшего Трампа. Если бы это было доказано и доказуемо, то, что вы сказали, то за такое в Америку, за инсайдерскую торговлю можно сесть в тюрьму и очень легко. Это первое. Второе, да, с Китаем ситуация напряженная. Это настоящая торговая война. И окончательно она разрешится только тогда, когда решится с войной в Украине. На самом-то деле, часть этих решений торговых будет идти в пакете вместе с военными решениями. Китай поддерживает войну, Россия прокси Китая. И это все будет идти в пакете. По поводу денег, вот эти, которые российские активы, которые конфисковать, 140 миллиардов, с первого дня, я говорю и сегодня вам скажу, никто не тронет эти деньги. При всех проблемах, при этих радикальных левых власти в Европе, если вы прикоснулись к частной собственности даже последнего негодяя, на этом закончится абсолютно все. Это страшный ящик Пандоры, на который они не решатся. Если бы они это могли сделать, они бы сделали это намного раньше. Не будет это сделано. Это все будут эти разговоры продолжаться еще, может быть, 3-4 месяца, может быть, 6, но никто не прикоснется к этим деньгам. Одно дело конфисковать проценты, другое дело реально к телу прикоснуться, к активу. Но это невозможно. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, но для начала подведем итоги голосования по поводу Труханова. Ну вот уже там Христо Грозев, уже инсайдер публикует. Короче, Нью-Йорк Таймс, все погнали публиковать. Но это лютейший позор. Слушайте, надо срочно выходить, извиняться перед Трухановым, сказать, нас там спецслужбы ввели в оману, обманули, мы вообще ни сном, ни духом, но мы разобрались, все хорошо. Это позор, и это сейчас волна, лавина позора. Причем самое интересное, что, с одной стороны, конечно, ну, мне и, наверное, вам, я не буду за вас говорить, наверное, где-то отрадно, что вот эти люди опозорены. Но проблема в том, что на весь мир опозорилась воюющая страна. Ну, как бы Украина, наша страна. От этого горько как-то, понимаете, в самый неудобный момент, между прочим. Значит, что думаете об отстранении Труханова? 4%. Рад, Лысак придет, порядок наведет. 6%. Зеленский красавчик, давно пора было. 26%. Спецура России красиво подставила СБУ. И 64% наезд на Труханова был по беспределу. Что скажете? Это был беспредел, но я говорю это не в защиту лично Труханова. Я позиционирую это, как я уже сказал, местная власть против центральной в вопросе узурпации. Я против узурпации власти, а не за Труханова или за Кличко, или за какого-либо мэра. Вот так. Переходим к вашим вопросам. Поехали, сообщество YouTube. Люди оставляли заблаговременно. Значит, так, Александра Хас. По вашим словам, получается, что Трамп был просто туристом в Белом доме с 17 по 21. Пока он любовался видами из окна, USAID, видимо, самовольно вербовала армия Мову Виру, и какие-то умельцы протащили в тайне от Трампа в Конституцию Украины и строительные компании в тайне от главнокомандующего возводили военные базы НАТО в Очакове. Ну, с кем не бывает. Президент просто заблудился в овальном кабинете, вот и пропустил все самое интересное. Так что ли? Или просто он не хочет свой Афганистан и перекладывает ответственность на Европу? Или нет?
Трамп уже открыто еще на предвыборной кампании говорил, что сделаны большие выводы после первого срока. И поэтому так агрессивно начался второй срок. Человек намекает, промытый полностью русской пропагандой, намекает, что Трамп все... Ну, базы в Очакове, там можно дальше уже не разговаривать. Я услышал точку зрения человека. Там вопроса особо и не было. А почему база в Очакове можно не разговаривать? Ну, это же все стандартная методичка. Какая база в Очакове? Резников Да. выходил в прямом эфире до войны, до широкомасштабного вторжения, рассказывал душещипательную историю, как британские корабли могут без доктрины Монтрё заходить. Почему? Потому что там будет британский учебный центр, натовский, а кирпичи типа украинские, поэтому это вроде как и не база НАТО, а учебный центр. И причем ему Так, там... будет или была база? Что? Будет. Будет база. Не, Не есть база, а будет. строили и построили. И там конкретно была до широкомасштабного вторжения вся подготовка, и там иностранные солдаты натовские были. То есть они действительно, это был план, создать там базу НАТО, просто прикрывали это, ну, каким-то, знаете, ну, смотрите, какая логика была. У нас же вот была в России российская военная база, Черноморский флот, да? Ну, мы внеблоковая, а это таким макаром хотели продать базу в Очакове. Причем это Резников четко рассказывал, как вот эту схему хитрую обходить. В эфире, в прямом, на каком-то канале. Их тогда было много. То есть, ну, прямо я лично слышал. Хорошо, смотрите, значит, я за нейтралитет. Но вот эта женщина рассказывает про базу НАТО. НАТО собирается атаковать Россию? Или кто-то претендует хоть на клочок земли российской? Нет. Но им Путин эту тему раздул. Я за нейтралитет, еще раз я говорю. Мне стало очевидно, что Украине НАТО не нужно во время войны. Раньше я тоже за это топил. Я это признал, что нам нужен нейтралитет. Ну, как показывает практика, видите, нейтралитет нейтралитетом рознь. Можно в Конституцию НАТО вписывать стремление, можно базы строить с Не, украинскими ну это только в кирпичами. Украине возможно. Я за модель австрийского нейтралитета вооруженного. С сотрудничеством с НАТО. Так, добрый день, Виталий пишет. Александр Денис, вопрос. Оппозиционерка из Венесуэлы, посвятившая свою Нобелевку Трампу, пошла дальше и обещает приватизировать в интересах США всю нефтянку. Как вы полагаете, у Зеленского хватит гибкости, чтобы перебить такие подкаты к Дональду Федоровичу? Заранее спасибо за ответ. Я могу вам сказать, я бы в Украине, если пришел к власти, делал бы ровно то же, что она сказала. Это единственное правильное решение для зарабатывания денег для богатой страны и как гарантия безопасности от придурков типа Мадуро или от любых других диктаторов, или от финансовых, или от войн. Поэтому не понял юмора человека. Марию Мачадо я уважаю, она подвергается сумасшедшим репрессиям. Угу. Да, вот Я ее поддерживаю. по поводу нейтралитета тут пишут в чате. В Молдавии такой же нейтралитет, строят базу под Кишиневым и тоже типа учебный центр. Ну, да. И к хорошему это не приведет. Не Вот что я могу. приведет. К хорошему это не приведет. Надо или вступать в НАТО официально, честно. Да. И там же есть тоже в самом НАТО есть еще такие страны, чтобы как бы ты в НАТО вступил, но баз у тебя нет никаких. Тоже такой есть вариант. И надо это все обсуждать, конечно, с соседями. И геостратегическая безопасность прежде всего. Так, продолжаем. Значит, Денис, если по вашей версии Украину после 27 года ждут радикальные изменения, то почему такая уверенность, что это более чем реалистично при всех рисках возвращения демократов в США? Ведь в таком случае Украина уже не сможет быть более самостоятельной, принимая новые правила игры демократов. Все завязано на деньгах. Я не рассматриваю людей, всегда призывал, давайте не будем наперед искать проблемы, которых в данный момент нет. У нас хватает текущих проблем. Вот если это произойдет, если демократы победят, и дай бог, я с удовольствием выйду в эфир, и это будем обсуждать. Я, например, уверен, не победят. Я уверен в другом. Я уверен, и президент республиканец победит в 2028 году на президентских выборах. Я понимаю, какие выборы имеет в виду человек. Но я не собираюсь эти проблемы обсуждать. Давайте будем по мере их поступления. Подождите, вы не видите, ну как, я не буду говорить угрозы, ну, скажем, варианта и вероятности, что демократы через улицу, через протесты, через саботаж решений Трампа и республиканцев вернутся? Не, они, безусловно, будут пытаться, но в конечный результат я не верю. У них самый низкий рейтинг сейчас за всю историю.
это просто последние негодяи. И многое всплывает сейчас про Обаму, про вот этот русский кейс ФБР рассекретило, и будет сейчас доказываться это все, я так понимаю, в судах, поэтому у них будет очень много проблем сейчас. Так, значит, следующий вопрос. Сергей пишет. Донни отслюнявил Милею 20 миллиардов. Как это скажется на помощи Украине? Никак не скажется. Никак не скажется. Более того, Трамп сказал, что я буду сотрудничать с Аргентиной только при президенте Милее. Это все абсолютно верно. И это отлично подтверждает всегда мои слова. При правильном президенте Украины была бы другая ситуация и другие отношения с США, намного более союзнические, а не просто партнерские «дай, дай, дай». Там Милей не просто «дай», там сотрудничество очень серьезное экономическое. Милею есть что предложить, помимо всего прочего. Ну, вы понимаете, какая история. Зеленский тоже вроде как тоже все отдает, но он же пытается торговать и с британцами, и с американцами. Хотя, конечно, идея вот по поводу 20 миллиардов, я объясню. Там же очень интересно. Этот своп, короче, Минфин США покупает на 20 миллиардов аргентинское песо, Конечно, да. которая летит в тартарары, потому что понятно, да, там у Аргентины своеобразная политическая, экономическая ситуация. Одни оценивают реформы Милея хорошо, другие реформы Милея как еще более катастрофические, но 20 миллиардов для песо это прям, ну, это серьезная поддержка. Тут как бы к бабке не ходи. Про гривню так никто не говорит. Нет, конечно, но это все в рамках подготовки. Если сейчас Милей 26 октября выиграет парламентские выборы, то, я думаю, в 2027 году будет, или в конце 26-го, начало долларизации. А долларизация проводится именно введением огромной денежной массы в виде долларов, своя валюта сжигается и так далее. Там целый процесс, и это процесс не одного месяца, и, возможно, даже не одного года. Поэтому абсолютно нормально. И Украине нужно проводить долларизацию, отказываться от гривны. Или евровизацию. Так, ну Владимир тут пишет такой у него философский вопрос. Если устроить соревнование между умными и хитрыми, кто победит? Порядок бьет класс или наоборот? Ну, я как бывший профессиональный спортсмен точно вам скажу, порядок бьет класс. Но сравнение умное и хитрое, только могу сказать, хитрость далеко не признак ума. В моем понимании жизни. Это разные скиллы. Э, Так, тут пользователь уловила читательница ваша в телеграм-канале тоже у себя публиковали большую интригу про первую неделю ноября. Если не можете ответить, что, не могли бы дать намек, что это, тот самый фрукт ухудшения положения дел в стране, передача томагавков, или просто подхватывайте поток новостей депутатов, которые тоже заявляют про скорое окончание войны. Ну, там еще надо разобраться, депутаты до или после меня опубликовали. Я ни на одного депутата не подписан. Значит, это, по моей информации, политическая будет история. Но я уже это преподношу очень осторожно, потому что, знаете, я поймал себя вот на чем. Люди в Украине, может не того, что плохие, может от такой жизни, они начинают мерить политические события под секундомер и под линеечку с ниточкой. То есть прогноз должен сбыться ровно в тот день, в то же время. Ну, смотрите, какой сложный вопрос. Трамп не может закончить, Витков не может закончить. Весь мир работает, не могут закончить войну. А вот люди ждут, что вот как-то это все так произойдет с точным прогнозом. Да нет, сложный процесс, и прогнозы концептуальные. Это не прогноз, это информация. Подтвердится или нет, давайте посмотрим. Угу. Значит, так. э, Вопросы из чата трансляции. Так, ну понятно, там вот эти все моменты, там Шелест похудел, вообще не похудел на весах вообще. А Денис блокирует у себя в телеграм-канале всех подряд. Всех подряд. Да, Денис не верь Шелесту, Шелест не верь Денису. В общем, ну, как обсуждают, ребят, нет, большое спасибо вам за обсуждение, и гостя, и меня, и всех на свете. Это всегда хорошо. Давайте просто, ну, как бы быть в таких рамках корректных, и все будет отлично. А, так, значит, по поводу ответственности был вопрос. Улетел здесь в обсуждении ответственности за то, что были прилеты и четкая есть фиксация. А вот жилые дома в Киеве обстреливала именно артиллерия ВСУ. Март 22 год. Для того, чтобы обвинить Россию, как вы думаете, будут ли верхушку Зеленского за это судить?
Значит, в марте 22 года, как и с 24 февраля, и все предыдущие 3-4 года я был в Украине, в городе Киеве. А этот человек сидит в России, и не хочу говорить, что на букву «Х» распространяет. Я четко знаю, как было, потому что я там был. А эти рассказы Ну, смотрите, я тут не не то, хочу что... комментировать. Я просто не хочу комментировать. Ну, не хотите, это ваше право. Смотрите, я тоже был в Киеве. Но я не могу сказать, что я знаю, кто откуда выпускал и в какие цели. Я тоже был на Донбассе, и кое-что видел, и кое-что тоже там меня чуть не убило. И я тоже, вот там просто этот момент я видел, да, то есть лично. В Киеве, короче, точка пребывания, о чем я хочу сказать, не говорит, что ты знаешь, кто откуда какой снаряд выпустил и куда прилетело. Потому что в это время в Киеве обычно все сидели по подвалам, прятались, набирали воду, забегали в магазин, который открывали на 2 часа, чтобы по-быстренькому в 22 году, когда это все началось, купить какой-то крупы, потому что все снесли, понимаете? То есть все это помнят эти дни, поэтому тут такой момент. Ну, Нет, это... подождите, нужно задать вопрос, а зачем? И почему я так уверенно заявляю? Потому что я знаю настроение депутатов, что происходило внутри, не было никаких инструкций, был полнейший хаос. Страна скатилась в хаос, никто не знал, что делать. И тут вдруг ВСУ бьет по Киеву. И что оно этим добивается? Разгоняя дальше панику, усложняя ситуацию, которая и без того катастрофическая. Донбасс другая история. Там можно и провокацию сделать, и как бы там совсем другая история. А мы говорим про город Киев, про начало войны. Про катастрофическую по-настоящему ситуацию неконтролируемую. Ситуация на Донбассе была контролируемой на каком-то этапе. И там провокации вполне возможны, я ничего не исключаю, уже сейчас. Раньше я тоже в это не верил. Но про Киев это зачем? Вопрос, зачем? Потому что человеку надо сказать, Украина сама себя бомбит, Украина плохая, надо, чтобы Россия ее присоединила, забрала. И вот тогда этот человек в России сядет, боже, какая хорошая жизнь, наконец-то. Понимаете? Вот как это называется. У этих людей в голове каша и больше ничего. Значит, вопрос задает вам пользователь. Предлагает ли ваш собеседник к Минским соглашениям вернуться? Какой в этом смысл? А вы предлагаете к Минским соглашениям вернуться? Я никогда об этом не говорил даже в жизни. Я не понимаю, к чему этот вопрос. Человек должен пояснять такие вещи. Я никогда не говорил вернуться к Минским соглашениям. Я всегда говорил только, что каждое последующее, как мы видим, хуже предыдущего. Значит, ну, Арестовича тут вспоминают, то, что убрали там его из офиса из-за тоже попадания, и то, что он сказал по поводу, что это украинская ракета. Ну, как бы, это к предыдущему нашему разговору, кто куда стрелял и кто что куда попадает. Смотрите, я помню просто разговоры вот эти, да. Помните, первые еще шахеды? Сейчас же все модные, поправляют Герань 3, Герань 2. А тогда были конкретно шахеды. И прям была острая дискуссия, то есть у меня с кем-то из военных экспертов, ну, внутри Украины прям была. Она продлилась дня 3, эта дискуссия, а потом всем заткнули рты. Надо же как-то организовывать, чтобы этот шахед сбивать над полем, а не из окна, из ружбайки. Да, вот эта бабушка с банкой огурцов, там вот эти все моменты. Вот тогда вот тоже было в начале. И прям подискутировали, прополемизировали, а потом сказали, не-не-не, все, и закрыли эту тему. Поэтому тут такой момент. Это тоже дискуссия важная. Вот считать ли виной, когда сбивается или выпускается ракета, да, ПВО не срабатывает и прилетает куда-нибудь, да, и кто-то погибает. Считать ли это виной ВСУ? Тогда четко сказали украинские власти, Россия обстреливает, она виновата, поэтому все, терпите. И смысла... Вот это другой, смотрите, это другой вопрос. Например, когда своя ракета прилетает ПВОшная или сбила какой-то объект, и это прилетело, создало пожар и жертвы, это одна ситуация. Дальше есть много других похожих ситуаций. Но нельзя говорить вот так вот, ВСУ бомбит. Есть, например, ладно, я не хочу сейчас эту полемику разводить. Ну да, это как бы, тем более, что к Минску мы не вернемся, и к 22 год мы уже не вернемся. Да, это не на повестке. Это действительно. Значит, так, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем стриме.
Так, вот объясняет зритель, который про Минск, типа, пересмотрите, это сегодня, говорит Денис, вернуть Донбасс на условиях автономии. Вот поэтому Минск всплыл. Понятно. Да, да. Теперь понятно. Ну, там же помимо этого было миллион других условий. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на стриме. Денис, спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Будем ждать, чего там. Это как бы, я так понимаю, 15 октября Денис в Америке, там только начинается, да, и сейчас все же ждут какого-то заявления сегодня от Трампа, какого-то судьбоносного, было вчера проанонсировано. Посмотрим, что к чему. Всем большое спасибо еще раз. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. До свидания.